Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте на мужчину посмотрим, что он думает о вас, что он чувствует к вам, да, вот такой расклад. Но назову я, наверное, его, что он думает, когда смотрит на что-то. А на что, давайте посмотрим по раскладу. Да, по раскладу, на что он там может смотреть и думать, и о чем он думает, когда на что-то смотрит. Вот такое вот. Так, можете загадать, да, проговорить имя мужчины. Вот. И посмотрим, кто пришел на расклад. Мужчина, ну расскажи о себе, кто ты там, какой ты там. Блуждающая душа, да, по месяцу. Ух, и месяц и солнце, ну, луна и солнце. И тройка мечей. Угу. Так. Еще и дьявол выходит. Еще и дьявол. Ладно. Ну, тут закрытая информация немножко. Король кубков, который любит танцевать, любит какие-то веселые компании, любит шутить, кстати. Да, не каждый понимает его шутки, но все смеются, когда он начинает шутить. Вот такой мужчина. И звездочка, и луна, и солнце, и дьявол, и верховная жрица. Мужчина, что стоит? И маг. Маг приходит сюда на расклад. И шестерка жезлов, в принципе, да, когда человек разбитое сердце имеет, но и в то же время идет на свою победу. Слушайте, он, ну скажу так, на сегодня он необычной структуры, необычного энергетического фона. Ты вчера где был? Он куда-то ходил. Он был в дороге или ездил, или ходил, но где-то, да, где-то был, присутствовал, что-то решал, что-то договаривался о чем-то, на телефоне вечно. У него вчера загруженный, очень загруженный день был, вот, а сегодня он больше отдыхает психологически, хотя в голове очень много мыслей, особенно по каким-то реальным делам, где деньги заработать и почему я один. Потому что ему нужно что-то, что встрепенет его. Плоховато ему сегодня, плоховато. Пятерка пентаклей, денег мало, на душе очень много забот, какие-то препятствия есть, прячется от кого-то, кстати, мужчина, прячется. С кем-то очень сильно не хочет встретиться, очень сильно. Вот, и ждет свою открытую дверь, пока она закрыта. Пока что она закрыта. Сердечко страдает. А вообще сам по себе, да, человек компании. В последнее время либо решил и будет пробовать, либо он действительно отращивает бороду. Может быть, она не сильно длинная, там чуть-чуть только, но щетина конкретная такая вот есть. У него я его вижу с этой щетиной. Либо решил для себя и хочет попробовать. Но что-то такое вот и крутится в его голове, либо реально вот его образ такой. Такое вижу. Что еще? Постоянно может, кстати, я вижу его, вот как он идет, ну, красиво идет, нормально идет. Но периодически, кстати, начинает подхрамывать. Не хочет, естественно, чтобы это видели. Может быть, старается, держит себя, но он подхрамывать может. Потому что у него либо натер ноги, либо что-то, может быть, с поясницей. Вот такое у мужчины здесь. Отношения между вами, они были сильные, огненные, интересные. Но пришла какая-то другая женщина и просто разрушила это все магией по магу, либо по каким-то своим личным интересам, по каким-то своим обманным интересам. Вот такое. Другая женщина, ну, она, мама может быть, опять же, да, может быть,
не знаю, начальница, которая сказала либо работа, либо семья, он выбрал работу. Либо другая женщина, да, пришла в его жизнь. Вы вместе или нет? Скорее всего, нет по разбитому сердцу. Но сейчас карта. Шестерка пентаклей. Вы были вместе и сейчас нет. Хотя он сейчас недавно просматривал вашу фотографию. Может быть, у вас в соцсетях, может быть, у себя там дома, да, фотографию нашел и просматривал. Он с вами на связи, ментальной, возможно. А может быть, даже и разговаривали недавно с ним. Вот такой вот мужчина пришел на расклад. Ну что, давай рассказывай, что ты там думаешь, что ты чувствуешь и на что ты смотришь. Ну то, что он смотрит на людей, а ну давайте спросим, да, давайте спросим. А что ты думаешь и куда ты смотришь вот на людей? На людей. Вообще-то он ничего не думает, когда он смотрит на людей. Ничего не думает. Он реально смотрит больше, знаете, как будто бы в никуда. Ага. Как по этой карте, эта карта олицетворяет просто его мысли по поводу женщины. Его взгляд как будто бы вот туда направлен, да, вот по карте именно. И именно она вышла из всей колоды ответом. Как якорь. Он ищет якорь, за что зацепиться. И больше здесь предметы. Он, если и смотрит на людей, он, даже если смотрит на женщину, он может ее рассматривать, но он ее не видит. Другую женщину. Он думает о вас. Так? Так, мужчина? Паж Пентаклей, смотрите, он вспоминает, он думает о вас. И какую-то вещичку все-таки он теребит в руках, которая напоминает вас. Как ты представляешь? Сильный. Ага. О, вы владелица его сердца. Он ранен стрелой. Вы владелица его сердца на сегодняшний день. Однозначно. Если у него разбитое сердце, да, вы на расстоянии. Да, вы давно поняли, что, может быть, ну, это не тот человек, допустим, да, либо слишком много плохого было, что невозможно простить. А возможно, он понял наконец-то, что он сделал, и теперь вот хватается за себя, вот как вот руками, да, можно сказать, обнимает себя руками. Ой. Вот. И хочет даже сам себя защитить. Но он хочет быть с вами. Он хочет быть с вами. А ну, давай дальше. Ты почему сегодня такой вот? Какой-то сегодня на раскладе необычный. Почему? Потому что он выходит из чего-то темного. Половинка темного, половинка светлого. Он выходит из чего-то темного. Он сегодня реально не такой. У него сегодня идет, либо он чистку проходит, либо он в монастырь ходил, в церковь, либо он ушел откуда-то, куда уже не вернется. У него психологический дисбаланс был. Он выпил и, может, отходит от этой выпивки. Либо от чего-то еще отходит. Ну, он отходит в чистоту. Это значит, что он многое что переосмыслил. Если на него была магия, он ходил к человеку, кто пытался снять с него магию. Вот такое вот по этой карте. Поэтому он какой-то сегодня необычный. Ему очень сильно хочется на рыбалку. Очень сильно хочется на рыбалку. Ему хочется вложиться в какую-то работу, ее делать автоматически, но мысли, ну чтобы мысли голову не грызли. Он хочет быть с вами. Он реально хочет быть с вами. Ему много лет, может быть. Может быть, он чувствует, что ну куда дальше, да? Вот так вот жить, как я живу, я хочу вернуть свое счастье. Но
Если вы этого не хотите, ну что ж ему делать? Что тебе делать? Ну а что мне делать, говорит. Молить Бога, Иерофант выходит. Это карта Иерофанта. Молить Бога, что получится, что, может быть, все-таки станет все на свои места, как я и хотел. Ну, давай посмотрим все-таки на вопрос. Что ты думаешь и на что смотришь? Угу. И на что смотришь, вот, если это вещи. Но 7 мечей — это больше как на что-то смотрит, но не видит. Это однозначно. Это как экран телефона, экран телевизора, компьютера. Да, он может вот так вот просто включить и вот смотреть, как будто с пустым взглядом на экран. Самое очевидное, что он смотрит не на сам экран, не на сам вот телевизор, компьютер, телефон, да. Он ждет каких-то либо уведомлений, либо пересматривает старые фото какие-то, может быть, сообщения старые раскопал, пересматривает, перечитывает. И буквально какой-то вот след человека ищет. Он смотрит и не видит толком вот то, что там показывается. Он просто в своих мыслях. Но чтобы отвлечь внимание других от себя, да, он смотрит как будто бы телевизор, как будто работает на компьютере, как будто в телефоне что-то реально по работе там или по каким-то делам перечитывает. Вот так вот он прячется, видите, как вот за дерево, да. Здесь как вот подсолнухи, как за экран чего-то. Что еще ты покажешь? Что еще ты покажешь? Что еще? Что рассматриваешь? О, королева мечей. Ваше украшение, может быть, рассматривает. Да, маг опять выходит. В виде сердечка, в виде какой-то звезды. Что-то такое есть. Аксессуары, украшения, то, что принадлежало вам. Либо на фотографии увидел что-то, что вам дарил когда-то, и вы одели. Может быть, на старых фотографиях. Какие-то украшения, аксессуары. Сережка, резиночка для волос, даже это, если у него в руках есть, он ее сейчас держит. Что вы ему дарили? Когда-то давно, что у него осталось, он не выкинул. Что-то в дом принесли, подарили ему. Он еще посмеялся, отложил. Стал разговаривать с каким-то мужчиной. И вы подумали, не понравилось. Нет, ему понравилось. Он сейчас это все достает, либо вспоминает этот момент. Что-то вы ему дарили, а ему вроде как засмеялся и отложил. И пошел там или по телефону говорить, или же там с каким-то мужчиной разговаривать, который рядом был. Тоже в шутку, в какие-то мгновения такие, а в душе остался след этого дня. Смотрите, если он сейчас реально на это смотрит, он смотрит не на вещь, именно вот, ух, какая красивая, он смотрит на это все, вспоминая то, что было с вами. Он держит, смотрит и видит мгновения, моменты, когда вы были вместе и о чем говорили. Он реально периодически вот в такие какие-то ловушки попадает. А ловушки почему так сказала? Он так считает, что это ловушки для меня. Хочется открыться, хочется вернуть многое. А когда я думаю, говорит мужчина, это как ловушка для меня. Но вы для него видите, как на сегодняшний день, как королева жезлов, но вы закрыты
временем, вы закрыты людьми какими-то. Может быть, у вас уже есть другой мужчина. И поэтому, да, вы счастливый человек по жизни. И в его голове именно так. В его голове именно так. И он реально... Я попадаю в ловушку, когда думаю о ней, потому что мне становится плохо, говорит мужчина. Рыбалку любит. Здесь ждет каких-то новостей. Хороших, солнечных. Откуда-то приехать должен. Либо куда-то съездить и что-то забрать. Он хочет быть с вами. Он реально хочет быть с вами. Кстати, по этой карте легко можно даже увидеть вот это вот украшение, аксессуар. Может, реально где-то ездили, а ракушка у вас есть, которую вместе вот слушали, да, что там шумит в этой ракушке. Эти вещи, они хранят ваш... не знаю, запах, может быть, да, ну или память. Я вижу еще вода и огонь. Вода и огонь. Если дача есть, на даче, может быть, сидит, смотрит иногда на костер, который разжег. Либо, я не знаю, как еще, где он еще огонь видит, но он на огонь любит смотреть. Может, периодически, может, работает где-то там, где есть огонек, да, огонь. Может быть, когда зажигают плиту, смотрит на огонь, но он любит на огонь смотреть. Или вспоминает. Кстати, тоже есть такое сейчас послание, да, от карт, что он вспоминает момент, когда вы были у костра. И он вам что-то говорил, и одеяло рядом. Какое-то такое вот с каким-то рисунком одеяло. Не просто так, а вот какой-то рисунок запоминающийся. Какой-то необычный, запоминающийся рисунок. Он надеется, что вы его любите, что вы хотите его видеть. А вода все-таки, да, он любит рыбалку. Он любит рыбалку и, скорее всего, когда ловит рыбу тоже. Тоже что-то вот начинает ему эти мысли лезть, и опять говорит, я попадаю в ловушку. Вот он. Любит шум, любит компании, любит музыку, любит какие-то веселые мгновения. А что у тебя по-настоящему? Вот ты любишь, ты вот такой. А что у тебя вот в последний месяц хотя бы расскажи, мужчина, что у тебя в жизни происходит? В каких ты энергиях? Радости либо печали действительно? Спать ему хочется. Работы много. О, девятка мечей, десятка мечей. Разбит человек, сложно ему. Очень много мыслей, проблем, препятствий, закрытая дорога куда-то, невыполненная просьба чья-то. Воспоминания, да, у вас есть. Очень ждет, что вы его позовете. Очень ждет, что вы его реально позовете. Хотя бы, ну, не знаю, там, каким-то сюрпризом или намеком. Вот ждет, очень ждет. Ну и рыбалка. Говорю, либо мечтает о рыбалке, либо реально он на рыбалке сейчас. Девятка кубков. Ложится и думает. Вы знаете, вот, еще и это все-таки вышла карта. Он чувствует себя одиноким на сегодня, одиноким. И ему плоховато. Ему реально плоховато. И этот месяц для него был
как всегда. Вот почему-то так, не знаю, но ну, как всегда, вот его такое вот послание. Как обычно. А что обычно у тебя? Нет такого яркого чего-то и веселого? Да, очень давно уже двойка жезлов. Я живу в воспоминаниях. Двойка жезлов — это воспоминания прошлого. Я живу в воспоминаниях. Ничего такого уже давно хорошего и не происходит в моей жизни. Но поговорить ему захотелось сегодня, реально. Что еще расскажешь? Что еще расскажешь? Ну, вот украшения. Дорога. Это как горизонт. В окно может смотреть, стоять. И как будто бы его взгляд вдаль помогает сосредоточиться на каком-то образе. Ну, это взгляд сквозь предметы. Вот такое у него. Опять он выходит, король кубков. «Хочу радости», говорит мужчина. «Хочу радости». Ну где эта радость, а? Говорит мужчина. Вот выглядываю. Кстати, следит за вами. Думает о вас. Реально. Вот реально так. Ваша дорога, ваш... еще знаете, что он может? Если у него есть машина, и он водит машину, он очень хочет, чтобы рядом с ним вы сидели в машине. Чтобы рядышком вы были, и вот он ведет машину, и вы о чем-то разговариваете. Вот такие мысли в его голове, особенно ночью. Опять дьявол. Любви хочу, встречи хочу. А приходится заниматься собой, приходится искать из каких-то непоправимых или тяжелых моментов выход, ездить куда-то, разобраться с чем-то, поставить все на свое место, а потом опять получить беспорядок в жизни. В общем, хочется ему все исправить, но исправить сейчас точно не получается. Взгляд мужчины больше всего в никуда. Вот как по раскладу, да, что он думает, когда смотрит на что? На все, что угодно, что связано с вами и с его впечатлениями, памятью о прежней жизни. В никуда. Да, кстати, мужчина может смотреть просто на стену. Просто на стену. Вот он работает, руки делают, куда-то идет, куда-то что-то везет, что-то, не знаю, с кем-то, может быть, на какой-то вопрос беседует, да, но он просто вот в никуда смотрит и идет по жизни. Сложная у него жизнь сейчас. Ты любишь кофе, мужчина? Ну, в принципе, по карте любит кофе. Любовь идет, карта любовь. Вот, люблю кофе, говорит, но не всегда могу его пить, потому что чувствует себя не очень хорошо, но любит кофе. Закрыт я последнее время. Да, он может выпивать. Не люблю дождь, говорит мужчина. Люблю быструю езду. И новые встречи хочу видеть. Но новые встречи с тобой, которая закрыта от меня. Ну все, вроде бы все. Больше и сказать тут нечего, если спрашивать, да? Ну давайте спросим напоследок, что он думает о вас, его чувства еще раз, да, пусть откроет. Двойка жезлов. Прошлое, мир, благополучие, дорога. Хочу дорогу к тебе. Весь расклад вот так. Я хочу, чтобы ты пришла, я хочу к тебе прийти. Ты придешь в ближайшее время?
Я не знаю, говорит мужчина. Я хочу, но я не знаю, как это сделать. А ты, ну, в принципе, да, его вопрос по этой карте может звучать. А ты хочешь этого? Вот так. Я хочу. Рассеянный последнее время мужчина. Делает свои дела реально какие-то и рассеянный. Занят работой. Мужчина занят работой. Может внезапно, кстати, вот идет работа и что-то вот делает, да? Может внезапно прерваться, замереть на несколько секунд и начать делать ошибки в простых задачах, потому что мысленно он в другом месте. У него бывает непроизвольная улыбка. Даже если вокруг происходит что-то серьезное и тяжелое даже, у него может быть непроизвольная легкая улыбка, едва заметная, что выдает какие-то надежды на перемены вот тяжелого времени, что тяжелое время его уйдет. У тебя есть другая женщина? Ну, либо у него нет другой женщины, потому что королева мечей все-таки это вы сейчас на этом раскладе. 8 жезлов – ожидание вашей встречи, и 6 жезлов – это победа над тем, что между вами происходит, чтобы выйти из сложностей, вот с вами вместе он хочет. Если у него есть и другая женщина, то он о ней вообще не думает. Он о ней вообще не думает. А вообще как будто бы и нету ее. Как будто бы и нет. Вот один он сам по себе. Ну все. Вроде бы все. Кстати, по-моему, он вот здесь я вижу его, он любил, и вы это знаете, крутить связку ключей в руках. Как будто бы он ключи, что-то крутил, вот как ключи, зажигалку, вот, зажигалку, может быть, как крутил, вот это его привычка такая была, она так и осталась. Ну, напоследок, чувства твои, еще раз, да, и какие еще слова. Ну все, хватит уже, мужчина, наверное. Ну я жду, люблю, говорит, тебя к сердцу пробито, видите, стрела у него в руках. Я хочу быть с тобой. Я хочу дом, семью, уверенность такую вот в завтрашнем дне, чтобы мы были вместе. Ну хорошо, давайте как всегда, да, в конце. Я чуть не забыла, если честно, но решила все-таки продолжить. Чуть не забыла спросить у карт, что вам делать, что вам лучше всего, вот как подсказка, чтобы была, да, о чем думать, что чувствовать, вот такое. Знаете, он меня запутал немножко, мужчина. Он сам, потому что он сам запутанный на сегодня. Потому что он просто-напросто сам запутанный. И его энергия пришла на расклад. Я ее чувствую хорошо. Так, давайте так, вопрос. Что вам знать, да, что карты вам ответят, если вы хотите быть с ним? Ну, победа, счастье. Ждите в гости. Вот. Любовь. Любовь, 2 кубков. Это 6 жезлов. Победа в вашей жизни. И император. Я к тебе иду, говорит мужчина. Я к тебе иду. Да, у меня много работы. Я обдумываю какие-то свои шансы, варианты. Я сомневаюсь, что ты можешь меня... Ну, волнуюсь, давайте так. Волнуюсь, что ты можешь меня не впустить в свою жизнь. Но я надеюсь, что ты скучаешь. Что ты скучаешь. И что ты скоро-скоро будешь вместе со мной и позовешь даже меня в какой-то момент. Это солнышко. Так как прежде уже не будет. Я откроюсь перед тобой таким, каким ты меня еще не видела. Будем путешествовать, и я всегда буду
Кстати, многое, что может вам по прошлому напомнить, но хорошее, то, что нужно будет. И ходы будет делать он, а вы выбор. Вы будете выбирать, а он будет делать свои ходы. Так что, как бы ваше будущее, если вы скучаете действительно по этому человеку, вот оно вместе. Он придет к вам. Как прежде не будет, и вы, как прежде, уже не будете, и он будет другим. Новые путешествия, новые возможности откроются вам. Так что да, с этим человеком, ну как бы вот по сегодняшнему раскладу, карты говорят, у вас очень много перспектив. Если вы не хотите быть с ним, с этим человеком, просто так о нем посмотрели, да? Давайте посмотрим, что карты для вас скажут. Если вы не хотите быть с этим мужчиной, ждите новость. Кто-то очень шикарную новость вам принесет. Очень интересный разговор будет. Вы будете радоваться и вдохновлены чем-то. Так, по поводу работы перемена идет какая-то. По поводу личной жизни тоже перемена. Тоже перемена. Вы новый зов услышите. Скоро, смотрите, будет время, когда вы... Я вас вижу, вы идете. Серьезно, я не знаю, уже завтра, может быть, чуть-чуть позже, но вы идете по какой-то... Какая-то местность. Я вижу качели, вижу деревья, как ива, что ли. Может, ива, может быть, еще какие-то деревья, когда они уже большие. И вы на этой качели, вот садитесь на эту качелю и получаете заряд каких-то бодрости какой-то и правильных мыслей. И после этого к вам приходит понимание, новость какая-то и успех в работе. И плюс еще любовь. И плюс еще любовь, потому что вы что-то для себя как будто бы в гармонию наконец-то возвращаете. В гармонию. Будет поездка, будет предложение, будут очень интересные советы и помощь от людей. Ждите помощь. Ну и мужчина придет. Вот. И сразит вас наповал. Вот такой вот. Единственное по пятерочке. Ответ. Угу. Башня выходит. Но по пятерочке какой ответ здесь? Да? Мужчина, это пятерка мечей как бы идет. Он придет и будет что-то просить, но вы должны перестроить свое мышление. Может быть, даже качеля или какая-то скамеечка, где вы что-то в руках будете теребить, тоже, кстати, что-то будете держать. Может, просто телефон даже будете держать. Ну, не знаю, что-то будет в руках у вас. И вы себе перестроите понимание, что вы хотите дальше. И мужчина придет не такой, как в прошлом, потому что вот эта башня, она говорит, прошлое все, оно уже отжило свое. Новое строиться будет, новые отношения, новые возможности, как с нуля. Вас мужчина этот пригласит в свой дом. Вот ждите такого. Ну а дальше посмотрим в следующем раскладе. Как бы этот расклад про мужчину, карты для вас что-то важненькое сказали напоследок, но в следующем раскладе побольше посмотрим, да? Что еще вас ждет по поводу любви, дома вашего. Все на сегодня. Счастье вам огромадное, преогромадное. Вот. Берегите себя, потому что дальше будет интересно в вашей жизни обязательно. Оставайтесь на связи со мной, и я с вами постараюсь, да, ну, я очень хочу. Так что дай Бог, чтобы все было хорошо и у вас, и у меня тоже, да, чтобы на связи быть. Вот. Общаться. И желать здоровья друг другу. Да, вот так. Все, до следующего видео. Всего доброго. Всем.